Глава 2136. Получение кристалла. Прямо в этот момент небольшая черная гора ударила пятицветное солнце среди громкого грохота, и поверхность пятицветного солнца значительно прогнулась, когда черный и пятицветный свет переплелись. Почти в один и тот же момент три столпа черного света один за другим ударили в одно и то же место на пятицветном солнце. Раздался оглушительный визг, и в конце концов в пятицветном солнце цепочкой атак были пробиты огромные дыры, обнажив внутри себя тело магнитного светового зверя. Однако пятицветный свет вокруг созданных отверстий усилился, и дыры стали быстро закрываться. Ханли, естественно, не собирался этого допустить, и он сделал шаг вперед, прежде чем мгновенно исчез на месте. В следующее мгновение пространственные флуктуации вспыхнули рядом с пятицветным солнцем, и Ханли снова появился перед тем, как молнией протянуть руку к дыре, созданной его предыдущими атаками. Магнитный световой зверь ясно понимал, что находится в ситуации жизни или смерти, и издал громовой рев ярости, когда полупрозрачное копье вырвалось из его тела, стремясь прямо к протянутой руке Ханли. Копье было не только чрезвычайно острым, оно излучало мощную ледниковую ауру из-за некоторых редких камней, встроенных в тело гигантского зверя, и волна устрашающей ледяной силы мгновенно хлынула на Ханли. Магнитный световой зверь был не очень умен, но обладал достаточным боевым опытом и знал, что сможет пережить это испытание, если сможет ненадолго задержать атаку Ханли. Когда Ханли увидел это, на его лице появилась холодная улыбка, и из кончиков пальцев его протянутой руки внезапно вырвалась вспышка серебряного пламени. Затем пламя мгновенно охватило всю его руку, пока он продолжал хвататься за полупрозрачное копье. Гигантская покрытая пламенем рука ударила ледяное копье в свирепом столкновении. Но ни звука, ни колебаний энергии не последовало. Копье не только не могло проникнуть в руку Ханли, оно было полностью охвачено и затоплено серебряным пламенем. За один вдох копье превратилось в жидкость, а затем распалось, не имея возможности оказать какое-либо повреждение противнику. Не только это, но и рука Ханли ничуть не пострадала, и она в мгновение ока проникла в дыру, прежде чем злобно схватить тело магнитного светового зверя. Раздался хруст. Появилась трещина. И гигантская рука с легкостью вошла в тело гигантского зверя, прежде чем крепко ухватиться за светящийся зеленый камень. Однако, как только Ханли попытался убрать руку, магнитный световой зверь внезапно издал агонический рев, и всплеск огромной силы удержал его руку на месте. Ханли холодно хмыкнул, увидев это, и серебряное пламя, горящее вокруг его руки, резко увеличилось в размерах, полностью окутав зеленый камень, прежде чем немедленно начать его очищать. Раздался шипящий звук, когда гигантское чудовище вздрогнуло, и пятицветное солнце исчезло, обнажив его гигантское тело. В этот момент золотой свет вспыхнул от тела Ханли, и он увеличился почти до 10 тысяч футов в высоту, а затем ударил огромной золотой ладонью по голове гигантского зверя. С непостижимой силой Ханли в его форме гигантской горной обезьяны голова массивного зверя врезалась в землю, не имея возможности оказывать какое-либо сопротивление. Гигантский зверь издавал один мучительный вой за другим, когда он изо всех сил бился, отчаянно ударяя руками по телу Ханли, но все его усилия оказались тщетными. Ханли продолжал держать его голову в тисках. Атаки гигантского зверя были легко отражены во вспышках золотого света, и Ханли остался совершенно невредимым. Между тем, серебряное пламя пылало все сильнее и сильнее в теле магнитного светового зверя, в то время как зеленый камень начал быстро тускнеть, и борьба гигантского зверя начала ослабевать. Наконец, после еще одного крика отчаяния, магнитный световой зверь полностью замер и не реагировал. Ханли немедленно поднял руку и сжал ее в кулак, прежде чем нанести яростный удар гигантскому зверю в голову. Голова магнитного светового зверя мгновенно разлетелась на бесчисленное количество кристаллических фрагментов, и в то же время вдаль взлетел шар зеленого света. Это было не что иное, как душа магнитного светового зверя. Однако Ханли был уже готов к этому, и он открыл рот, чтобы выпустить луч золотого меча, который пронесся по всей области в радиусе нескольких сотен футов. Душа магнитного светового зверя была естественным образом поймана в поле атаки и была мгновенно уничтожена. Только тогда Ханли сумел вытащить руку из тела гигантского зверя, и в этот момент тот был действительно мертв. В серебряном пламени зеленый камень быстро сжался до зеленого кристалла диаметром всего около 1 фута, который излучал мягкий зеленый свет. Слабая улыбка появилась на лице Ханли, когда он быстро съежился и вернулся в свою человеческую форму во вспышке золотого света. Затем пространственные колебания вспыхнули рядом с ним, и леопардовый зверь Кирин появился рядом с ним, прежде чем оценить кристалл в его руке с любопытством в глазах. Ханли похлопал леопардового зверя Кирин по голове, пробормотав себе под нос: «Я не думал, что смогу получить столько материала от очищения дьявольского ядра зверя. С таким большим количеством материала я смогу усовершенствовать гору 5 элементалей инь-ян». Леопардовый зверь Кирин еще некоторое время рассматривал зеленый кристалл, прежде чем внезапно сонно зевнул, а для Ханли это было довольно забавно. Он провел рукавом по воздуху, выпустив вспышку лазурного света, которая охватила леопардового зверя Кирин, прежде чем спрятать его в рукав.
После этого он осмотрел окрестности и обнаружил, что область в радиусе более 50 километров вокруг него сильно пострадала в результате битвы, которую он только что пережил против магнитного светового зверя. Земля была изрешечена ямами и кратерами, а близлежащие горы были серьезно повреждены. Брови Хан Ли слегка нахмурились, увидев это. Даже с его непостижимыми способностями он не мог скрыть столь широкую сцену разрушения. На мгновение обдумав ситуацию, он потер руки вместе, прежде чем поднял их в унисон, выпустив бесчисленные шары серебряного пламени, которые окутали все тело магнитного светового зверя, прежде чем сжечь его в пепел. Что касается остальных признаков битвы, Хань Ли просто проигнорировал их и улетел полосой лазурного света. Это было довольно уединенное место, но его битва против магнитного светового зверя возобновилась в огромной суматохе, так что высокоуровневые дьявольские существа, скорее всего, скоро появятся на сцене. Учитывая нынешний уровень силы Хань Ли, он, естественно, был невероятно быстр, и вскоре после этого он был уже в сотнях тысяч километров от места битвы. Вскоре после ухода Хань Ли пространственные флуктуации вспыхнули на расстоянии, и шар синего света быстро полетел к месту, где только что был убит магнитный световой зверь. Синий свет погас, и появилась огромная птица, покрытая синим пламенем. У этой птицы была пара серебряных глаз, и после быстрого полета над близлежащей местностью она внезапно превратилась в облаченную в голубую мантию престарелую женщину. У женщины были обычные черты лица и холодное выражение, которое соответствовало ледяной ауре, которая ее окружала. Прежде, чем женщина в синем одеянии имела возможность проверить признаки битвы, которая только что произошла, ее выражение лица внезапно изменилось, и она посмотрела в другом направлении. Вскоре после этого в том направлении вспыхнул золотой свет, и появилась золотая летающая лодка. Золотая лодка, казалось, летела неторопливо, но каким-то образом ей удалось преодолеть расстояние более 10 тысяч футов в мгновение К, приблизившись к женщине в синем халате. «Кажется, ты немного опоздала, Лю Цзи», — равнодушно сказала женщина в синем. «Я не та, кто опаздывает». «Это ты прибыла рано, сестра Лан Пу». В ответ из лодки раздался восхитительный женский голос, после чего во вспышке лазурного света появилась стройная молодая женщина. «Хаймэм, ты прекрасно знаешь, рано я или нет. Почему ты внезапно решила нанести мне визит?» Холодным голосом спросила женщина в синем. Одна из двух женщин была клоном священного предка Лю Цзи, а другая была истинным телом священного предка Лан Пу. Ни одна из них не обратила внимания на обломки внизу, и вместо этого они начали обсуждать другие темы. «Я послала клона сюда, так что мне, естественно, есть что предложить в обмен на помощь, которую ты мне оказала в прошлый раз», — ответила девушка с улыбкой. Однако, услышав это, лицо Лан Пу сразу потемнело. Глава 2137. Секретный план. Мы договорились, что у нас больше не будет никаких связей после того, как я оказала тебе свою помощь в этом случае. Так почему ты поднимаешь этот вопрос сейчас? Ты пытаешься угрожать мне? Спросила Лан Пу с мрачным выражением лица. Не заставляй звучать такие плохие слова. Я бы не поступила так с тобой, сестра Лан. Вопреки тому, что ты могла подумать, я действительно пришла сюда ради тебя. Баахуа вернулась в наше святое царство, и она недавно выдержала битву против Тяньцы и Хэйянь, ответила Лю Цзи. Баахуа вернулась, и она смогла сразиться с Тяньцы и Хэйяном. Это правда. Значит ли это, что она восстановила свои силы? Услышав это, лицо Ланьпу сразу же побледнело, что ясно указывало на то, что она очень настороженно относится к Баахуа. Я не уверена, восстановила ли она свои силы, но из того, что я слышала, она встретила Юань-Яня в море дьявольского происхождения, а затем уничтожила физические тела Тянь-Ци и Хэйянь во время их битвы. Я послала кое-кого узнать про Тянь-Ци и Хэйянь. Они рассказали мне о ситуации и сообщили, что ей уже удалось вырастить легендарную область глубокого небесного духа, используя древо глубокого небесного цветка, серьезно ответила Лю Цзи. Она владела сферой глубокого небесного духа. Разве это не способность, которой могут достичь только настоящие бессмертные? Как ей удалось ее развить? Воскликнула Лан Пу. Баахуа однажды обсуждала это со мной, когда мы были в дружеских отношениях. По ее словам, однажды она получила незавершенное искусство совершенствования для области глубокого небесного духа, которое, скорее всего, случайно попало в наше святое царство в древние времена. Однажды она сказала мне, что это, возможно, сможет дополнить ее древо глубокого небесного цветка, но я никогда не думала, что она действительно сможет достичь области глубокого небесного духа. Согласно Тянь-Ци и Хэйянь, она только достигла области глубокого небесного духа самого низкого уровня, но это определенно полноценная область, обеспокоенно вздохнула Лю Цзи. Лань Пу, казалось, очень хорошо знала Баахуа, и после некоторого размышления она проанализировала. Подожди, если она уже восстановила свои силы и достигла области глубокого небесного духа, почему она скрылась?
С ее личностью она уже будет активно охотиться за тобой, чтобы восстановить свое положение матриарха. Скорее всего, она восстановила лишь часть своей силы, и, должно быть, она также понесла некоторый урон во время битвы с Тяньци и Хэйянь. Хе-хе, похоже, великие умы думают одинаково, сестра Лан. Это дает нам еще больше причин выследить ее и убить, пока она еще уязвима. В противном случае, если она восстановит свою полную силу, мы с тобой обе будем в большой беде. Если нам удастся убить ее, ты сможешь получить все ее другие сокровища. Мне нужно только древо глубокого небесного цветка и искусство культивации для области глубокого небесного духа. Насколько мне известно, у Баохуа есть сокровище, которое чрезвычайно полезно для преодоления невзгод, сказала Лю Цзи. Если Баохуа еще не восстановила свои силы, почему ты включаешь меня в это? Почему бы тебе вместо этого просто не выследить ее своими клонами? Не говори мне, что ты делаешь это из доброты твоего сердца. Лань Пу холодно фыркнула в ответ. Если бы я могла сделать это одна, я бы не пришла, чтобы найти тебя. Я уверена, ты знаешь, что все наши истинные тела 3 патриархов заняты главным испытанием нашего царства. Действительно, у меня есть 7 клонов, но один из них был недавно убит Баохуа, а новый клон в настоящее время культивируется в уединении, поэтому я не смогу использовать его как минимум столетие. 2 моих клона в настоящее время наблюдают за битву в царстве духов, и среди оставшихся моих клонов один мой козырь, который я никому не открою без крайней необходимости, а еще один присматривает за моей пещерной обителью, а последний говорит с тобой прямо сейчас. Кроме того, я слышала, что Баохуа в последний раз видели возле озера Голубого водопада, и ты, безусловно, самое могущественное существо в этой области. Если ты готова отправить свои силы на ее поиски, мы сможем найти ее в кратчайшие сроки. Лань Пу долго молчала, но в конце концов не смогла устоять перед соблазном предложения Лю Цзи и, стиснув зубы, сказала. «Понятно. В таком случае я действительно обязана помочь тебе. Пока Баохуа действительно живет поблизости, я определенно смогу найти ее. Однако, в дополнение ко всем ее другим сокровищам, я также хочу копию искусства совершенствования области глубокого небесного духа». Лю Цзи была в восторге, услышав это, и сразу же согласилась. «Это не проблема. Хорошо, я вернусь и мобилизую свои силы, чтобы выследить Баохуа. Кстати, кажется, что здесь только что произошло что-то довольно необычное. Может ли это иметь какое-то отношение к Баохуа?» Внезапно спросила Лань Пу, обводя взглядом сильно разрушенные окрестности. «Я так не думаю. Кажется, здесь недавно завершилась битва, и, судя по остаточным аурам, кажется, битва произошла между кем-то и дьявольским зверем. Ты прибыла сюда раньше меня, ты успела открыть что-нибудь?» — спросила Лю Цзи, делая хватательное движение в определенном направлении. Один из драгоценных камней, которые ранее были встроены в тело магнитного светового зверя, появился из почвы и влетел в ее руки, после чего она кратко его осмотрела. Тот, кто был здесь, уже ушел к тому времени, когда я пришла сюда. Возможно, это было какое-то мощное существо на поздней стадии интеграции тела, которое просто так случайно проходило мимо. «Удивительно видеть могущественных дьявольских лордов в этом районе», — ответила Лань Пу. «Возможно, да. Говоря о кровавом рисе, ты ограничила количество, которое можно продать обычным дьявольским существам. Но в то же время ты тайно продаешь большие количества великим державам по астрономическим ценам. Должна сказать, я очень впечатлена твоей уловкой, сестра Лань», — усмехнулась Лю Цзи. «У меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Количество произведенного кровавого риса действительно недостаточно для удовлетворения всех потребностей, и я не хочу оскорблять слишком много сил. Поэтому я могу прибегнуть к этому только для поддержания определенного уровня стабильности», — небрежно ответила Лань Пу. «Это, безусловно, мудрый образ действий. В противном случае ты наживешь себе много врагов, если не будешь регулировать продажи кровавого риса. А поступая таким образом, ты оставляешь все стороны относительно довольными. Кстати, у меня есть 2 ученика, которым так случилось, что для укрепления их тел требуется кровавый рис. Не могла бы ты продать мне немного?» С улыбкой спросила Лю Цзи. «Ты можешь получить немного бесплатно», — ответила Лань Пу, демонстрируя щедрость. Лю Цзи была в восторге, услышав это, и поспешно сказала. «Прими мою благодарность, сестра Лань. Хорошо, давай пока разделимся. Я также взяла с собой нескольких доверенных подчиненных, и они смогут помочь в поисках Баохуа». Лань Пу не возражала против этого, поэтому она ответила. «Хорошо, тогда я вернусь в город Голубого водопада». После этого она улетела как шар синего света, оставив Лю Цзи одну. После того, как Лань Пу полностью исчезла вдали, улыбка Лю Цзи исчезла, и она холодно посмотрела на драгоценный камень в своей руке. Затем ее брови слегка нахмурились, как будто она что-то определила, но не могла решить, что ей делать. Однако ей не потребовалось много времени, чтобы принять решение,
и она раздавила драгоценный камень в порошок, пробормотав про себя с холодной улыбкой. Увидев, как появился истинный свет 5 элементов инь-ян, я, конечно, не могу просто позволить этому случиться. Похоже, мне придется выследить и того, кто получил этот истинный свет. После этого она полетела обратно на свою летающую лодку, и бесчисленные руны вырвались из летающего сокровища, прежде чем оно улетело в другом направлении. Тем временем Хань Ли уже возвращался в город Голубого водопада и со слабой улыбкой оценивал первый добытый им зеленый камень. Из соображений безопасности он совершил огромный круг, прежде чем вернуться в город с другого направления. Через некоторое время Хань Ли убрал зеленый камень во вспышке духовного света, и его заменил кусок чужеродного дьявольского металла. Улыбка на его лице стала еще ярче при виде этого куска металла. Это был один из кусков чужеродного дьявольского металла, который добыли марионетки лазурной обезьяны. Они добыли не меньше чужеродного дьявольского металла, чем то количество, что он получил от Ую. И почти половина из них содержала таинственные кристаллические бусины, которые очень волновали Хань Ли. Глава 2138. Скрытые назревающие беспорядки. Хань Ли был в восторге. С таким большим количеством этих хрустальных бусин он мог бы сэкономить более 1000 лет тяжелого культивирования. Однако до этого он должен был сначала получить метод улучшения гибельной инь-ци. Вдобавок ко всему, он также должен был как можно скорее купить кровавый рис. Он уже получил необходимые для этого контакты в доме обширного происхождения, так что это не должно быть слишком сложно. Когда Хань Ли летел к городу, он тщательно обдумывал, что собирается делать дальше, и через несколько дней наконец вернулся в город Голубого водопада, где фиолетовый дух ждала его в гостинице, где он остановился. Хань Ли был ошеломлен этим и осторожно спросил: «Что-то случилось? Почему ты здесь?» Он и Вайлет договорились встречаться как можно реже, чтобы не создавать ненужных проблем для фиолетового духа, поэтому они вдвоем поддерживали связь через ее подчиненных. Таким образом, Хань Ли был, естественно, удивлен, увидев, что фиолетовый дух ждет его в гостинице. «Я должна была прийти и увидеть тебя лично. Моя госпожа, Лю Цзи, только что прибыла в город Голубого водопада, и недавно она приказала мне собрать всех моих подчиненных, чтобы увидеть ее», настойчиво ответила фиолетовый дух. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло, и он сразу же спросил: «Это ее настоящее тело прибыло в город?» Нет, это всего лишь один из ее клонов на поздней стадии интеграции тела, но даже в этом случае его силы и сокровища не уступают силам и сокровищам среднего священного предка, обеспокоенно ответила фиолетовый дух. В таком случае особо беспокоиться ни о чем. Но зачем она пришла сюда? Конечно же, не за мной. Если бы это касалось моей персоны, то она не послала бы сюда только клона. «Ты знаешь точную цель ее визита, фиолетовый дух?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. Инструкции, которые мне дали, были не очень конкретными. Кажется, она хочет, чтобы я и мои подчиненные помогли ей найти кого-то в этом районе поблизости. Я также считаю, что она здесь не из-за тебя. Но было бы лучше, если бы ты проявил особую осторожность в это время, обеспокоенно сказала фиолетовый дух. При виде обеспокоенного лица фиолетового духа в сердце Хань Ли разлилось тепло, но он оставался очень спокойным, когда сказал: «Хорошо, я понимаю. Как дьявольский матриарх, я уверен, что Лю Цзи очень осторожный человек, так что не связывайся со мной больше в течение этого периода времени. В противном случае для тебя будет очень плохо, если она узнает, что ты делаешь. Кроме того, я собираюсь скоро покинуть озеро Голубого водопада, чтобы вернуться в царство духов. Понятно, тогда наша следующая встреча может состояться через несколько столетий или даже через 1000 лет. Даже с сокровищами, которые дала тебе сестра Лан, ты не сможешь вернуться в царство старших дьяволов, когда захочешь», сказала Вайлет с несколько удрученным выражением лица. «Возможно, тебе не придется ждать так долго. Недавно я столкнулся с некоторыми возможностями, и вскоре я смогу совершить прорыв на этап Великого Вознесения. Если я смогу совершить успешный прорыв, я немедленно вернусь в царство дьявола, чтобы спасти тебя от Лю Цзи. В это время тебе придется постоять за себя. Если что-то случится, и Лю Цзи внезапно соберется превратить тебя в одного из своих клонов, сообщи об этом дому обширного происхождения, чтобы они могли передать для меня сообщение. Тогда я немедленно вернусь в царство старшего дьявола ради тебя». Без колебаний поклялся Хань Ли. Услышав это, в глазах фиолетового духа появилось мягкое выражение, и она сказала: «Я бесконечно благодарна за твое обещание, брат Хань. С твоими исключительными способностями, я уверена, ты сможешь достичь великой ступени Вознесения и подняться к вершине царства духов. Я буду молиться за твой успех. Это все, зачем я пришла сюда. Теперь я прощаюсь». Как только голос фиолетового духа затих, она отсалютовала Хань Ли, прежде чем немедленно уйти.
Хань Ли посмотрел на ее удаляющуюся фигуру и был поражен. Он томился желанием что-то сказать, но в конце концов сумел лишь слабо вздохнуть, когда в его глаза также закрался намек на уныние. 2 днями позже Хань Ли стоял на вершине небольшой горы недалеко от города Голубого водопада, молча глядя на огромное бескрайнее озеро Голубого водопада. Сейчас было раннее утро, поэтому небо было еще довольно тусклым, а водяной пар, висящий над озером, делал воздух очень влажным. Внезапно Хань Ли поднял бровь и сказал: «Раз уж вы прибыли, почему бы вам не показаться, уважаемый даос? Вы боитесь, что я устроил для вас засаду?» Наверху вспыхнули пространственные флуктуации, и появился мужчина в сером в конической бамбуковой шляпе, прежде чем ответить. «Хе-хе, это довольно важная сделка, так что осторожность определенно не повредит. Вы принесли весь кровавый рис, который я просил?» — спросил Хань Ли, повернувшись к мужчине в серой мантии. «Конечно, мне пришлось заплатить довольно высокую цену, чтобы собрать ошеломляющее количество, которое вы просили, поэтому мне придется поднять цену на 20%, ответил мужчина в сером. Выражение лица Хань Ли мгновенно помрачнело, когда он услышал это. Я никогда не слышал, чтобы кто-то поднимал цену в момент сделки. Если вы хотите настоять на первоначальной цене, то я могу дать вам только треть того, что вы просили. Вы не можете ожидать, что я понесу убытки ради вас, уважаемый даос», небрежно усмехнулся мужчина в сером. Некоторое время обдумывая ситуацию, Хань Ли холодно хмыкнул в ответ. Вы ожидаете, что я поверю, что вы понесете убытки? Я дам вам дополнительные 20%, однако мне нужно убедиться, что качество кровавого риса соответствует стандарту. Ха-ха, будьте уверены, уважаемый даос. Весь кровавый рис, который я принес с собой, имеет первоклассный стандарт, восторженно ответил мужчина в сером. Я очень на это надеюсь, равнодушно сказал Хань Ли, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху, отправив черный браслет прямо в человека в серой мантии. Вы сначала отдайте дьявольские камни. Похоже, вы очень доверяете мне, уважаемый даос. Мужчина в серой мантии был несколько ошеломлен этим жестом, но тут же схватил браслет, прежде чем вложить в него свой духовный смысл. Хань Ли просто холодно улыбнулся и ничего не ответил. Несколько мгновений спустя на лице мужчины в серой мантии появилось довольное выражение, и он убрал браслет, сказав: «Вы должны быть очень сильным человеком, чтобы иметь возможность извлекать сразу столько дьявольских камней. Если вы выполнили вашу часть сделки, я, конечно же, не буду отзывать ее со своей стороны. Брат Фэнг, принеси кровавый рис». Как только его голос умолк, в воздухе еще выше вспыхнул зеленый свет, и появилась зеленая гуманоидная фигура, похожая на привидение. Зеленая фигура одним движением запястья отправила зеленый браслет для хранения в Хань Ли, и Хань Ли немедленно взял браслет в руку, прежде чем прижать его к колбу, чтобы осмотреть его содержимое. Осмотр Хань Ли был явно гораздо более тщательным, чем у человека в серой мантии, и только спустя долгое время он наконец отнял браслет от лба. Это немного дорого, но качество, которое вы предоставили, действительно выдающееся. Конечно. По правде говоря, мне пришлось отложить свои сделки с несколькими другими покупателями, чтобы собрать эту партию премиального кровавого риса, так что повышение цены действительно было необходимо, усмехнулся в ответ мужчина в сером. «Хорошо, поскольку транзакция завершена, я сейчас ухожу», — сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии, а затем мгновенно улетел в виде полосы лазурного света. После того, как Хань Ли исчез вдали, мужчина в серой мантии заметил. Подумать только, что он может так легко улететь, несмотря на действующие ограничения на полеты. Кажется, он даже сильнее, чем мы ожидали. Поскольку мы не смогли нацелиться на него, мы, естественно, просто будем рассматривать это как обычную транзакцию. О таком нужно сразу же забыть. И хотя все наши покупатели очень влиятельные персоны, но мы еще не встретили ни одного похожего уровня, холодно ответила зеленая фигура. Даже священные предки не хотели бы пересекать эти великие силы. Единственные цели, на которые мы можем охотиться, это те, что принадлежат меньшим силам или безымянным бродячим культиваторам. Мало того, что этот человек очень могущественный, он еще закупает чужеродный дьявольский металл оптом. При этом, как только он приехал в город, то начал действовать очень нагло. Так что он, скорее всего, из какой-то крупной державы, и он явно кто-то, с кем нельзя связываться. Нам уже очень повезло, что мы смогли вытянуть из него лишних 20%, усмехнулся мужчина в сером. Его происхождение слишком загадочно, чтобы мы могли выяснить это за короткое время, а госпожа Ланьпу уже призвала нас вернуться в город, так что лучше избегать ненужных неприятностей, ответила зеленая фигура, прежде чем исчезнуть среди вспышки зеленого света. Фигура в серой мантии задержалась еще на некоторое время. Его глаза слегка сузились, когда он пробормотал себе под нос. У меня такое чувство, что если бы мы попытались нацелиться на этого человека, нам пришлось бы сожалеть о принятом решении. После этого мужчина в сером также взмахнул рукавом и исчез во вспышке серого света.
2 днями позже Хань Ли покинул город Голубого водопада на запряженной зверем повозке и снова направился к дому обширного происхождения. В доме обширного происхождения Хань Ли снова встретил Лань Ин, и они оставались в секретной комнате в течение нескольких часов, прежде чем Хань Ли появился с загадочной улыбкой и вернулся в город. Глава 2139. Формация лазурной молнии 6 крайностей. Вернувшись, Хань Ли несколько дней оставался в своей комнате в гостинице, не выходя на улицу. Он выдал достаточное количество дьявольских камней на месяц пребывания, когда он впервые приехал, поэтому сотрудники гостиницы поначалу не придали этому большого значения. Тем не менее, срок в 1 месяц быстро приблизился, но Хань Ли по-прежнему не выказывал признаков выхода из своей комнаты, и сотрудники, наконец, начали беспокоиться. В последний день один из сотрудников осторожно постучал в дверь комнаты Хань Ли, прежде чем войти в нее, но обнаружил, что Хань Ли уже нигде нет. В этот момент Хань Ли сидел в сером летающем экипаже с закрытыми глазами в медитации. Напротив него сидели Дао Се и Чжу Гоэр, первый из которых был неподвижен, как деревянная статуя, а вторая постоянно оглядывалась. Покинув остров, Хань Ли вернулся в место, о котором они договорились ранее, и троица немедленно отправилась в путь. После нескольких дней полета они уже вылетели из района озера Голубого водопада, и это было большим облегчением для Хань Ли. Получив такую щедрую награду, он, естественно, планировал покинуть царство старших дьяволов и вернуться в царство духов. Конечно, он не собирался возвращаться той же дорогой, по которой пришел. Вместо этого он планировал вернуться в царство духов через другой дьявольский узел, который уже разведал патриарх длинной семьи. По словам патриарха длинной семьи, этот дьявольский узел располагался в очень уединенной части царства старших дьяволов, поэтому его охраняло не так много высококлассных дьявольских существ, и узел должен был вести на территорию племени дерева в царстве духов. Несмотря на то, что патриарх длинной семьи и другие уже погибли, Хань Ли все еще планировал пойти по этому заранее определенному маршруту. В конце концов, он понятия не имел, куда ведут другие узлы, и если он окажется на другом континенте в царстве духов, ему могут потребоваться столетия, чтобы вернуться к человеческой расе. Мысль о фиолетовом духе внезапно пришла в голову Хань Ли, и его сердце снова начало слабо биться. Он, естественно, не мог не питать к ней определенных чувств, и ему было очень больно оставлять ее в этом опасном царстве так скоро после их долгожданного воссоединения. Конечно, если бы она не была ограничена Лю Цзи, он определенно забрал бы ее с собой в царство духов и нашел способ изгнать дьявольскую ци из ее тела, чтобы она могла вернуться обратно в человеческое тело. Однако ситуация сложилась в настоящее время весьма сложным образом, и его руки были связаны. Таким образом, его разум начал возвращаться к опыту, который он разделил с фиолетовым духом в человеческом мире, и вскоре его мысли закралась еще одна великолепная фигура. Через некоторое время выражение его лица вдруг слегка изменилось, и он тут же открыл глаза. В то же время свет, исходящий от летающей повозки, исчез, и она резко остановилась. Что-то случилось, старший Хань. Чжу Гоэр тут же вскочила на ноги с встревоженным выражением лица, в то время как Дао Се продолжал сидеть как статуя. Кажется, мы непреднамеренно наткнулись на сверхформацию. Формирование было настроено очень осторожно, поэтому я не заметил этого, сказал Хань Ли, нахмурив брови, и тоже встал. Суперформация, которая ускользнула даже от вашего внимания. Может быть, она нацелена на нас? Чжу Гоэр была очень обеспокоена, услышав это. Вместо того, чтобы ответить Чжу Гоэр, Хань Ли повернулся к Дао Се и спросил. «Брат Се, что вы думаете об этой формации?» Дао Се тоже открыл глаза, услышав это, и после короткой паузы неторопливо ответил. «Похоже, это не полная версия формации лазурной молнии 6 крайностей. На вашем месте я бы продолжил движение к ядру формации. Там формация будет наиболее мощной, но и единственной точкой, через которую мы сможем покинуть эту формацию». После этого Дао Се снова замолчал. Формация 6 крайностей лазурной молнии. Я никогда не слышал о такой формации, но я уверен, что вы не опознали бы ее ложно. Тогда продолжим. Нужно найти способ выбраться из этого, решил Хань Ли после короткой паузы. После этого он легонько постучал ногой по летающей повозке, и вокруг нее мгновенно появился серый световой барьер. После этого он снова начал летать по воздуху, но на этот раз он двигался более чем в 2 раза быстрее, чем раньше. Чжу Гоэр лихорадочно огляделась широко раскрытыми глазами, пытаясь найти какие-либо следы формации, но не смогла ничего обнаружить. Не утруждай себя поисками. Ты никак не сможешь обнаружить формацию с твоей нынешней базой культивирования, сказал Хань Ли. Сразу же после этого он взмахнул рукавом по воздуху, чтобы выбросить из кареты проекцию золотого меча. Раздался оглушительный грохот, когда пространство впереди было разорвано проекцией золотого меча, и вокруг них внезапно появилось бескрайнее море белого тумана, значительно замедлившее продвижение летающей кареты.
Жу Гуэр была очень встревожена, увидев это, и Хань Ли объяснил. Это только начало. Если бы мы повернули назад, мы бы активировали еще более мощные ограничения внутри формации. Тем не менее, ограничения внутри этой формации скоро начнут активно атаковать нас. Даже с твоими силами придется быть осторожным, уважаемый Даос Хань, предупредил Даос Се, даже не открывая глаз. Спасибо за слова предостережения, уважаемый Даос Се. Я обязательно буду настороже, сказал Хань Ли, подняв обе руки в воздух, выпустив несколько десятков шаров духовного света, каждый из которых мгновенно исчез в пространстве, окружающем летающую карету. Все это были сокровища формаций. И в следующее мгновение серия дьявольских узоров вырвалась из летающей кареты, образовав на ее поверхности вереницу формаций. После этого Хань Ли сложил руку за спиной и молча смотрел вдаль. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он смог увидеть некоторые вещи сквозь слои белого тумана. Внезапно выражение его лица слегка помрачнело, и он сложил ручную печать, что-то напевая. Ряд рун вырвался из черных узоров на стенах летающего экипажа, мгновенно образовав черную сеть рун за барьером серого света. Спустя несколько мгновений в мирном море тумана зазвенело слабое гудение молнии. Поначалу звук был не очень громким, но вскоре перерос в грохочущие раскаты грома, а в море тумана начали вспыхивать лазурные молнии. В то же время море белого тумана стало вязким, как болото, еще больше замедлив летающую повозку. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, затем открыл рот, чтобы выпустить поток лазурной ци, которая мгновенно исчезла в летающей карете. В то же время лазурный свет вращался вокруг его ног, когда он впрыскивал в карету всплески духовной силы. Из кареты донесся слабый жужжащий звук, и черная сеть рун снаружи задрожала, рассеяв окружающий белый туман, позволив карете снова набрать скорость. По мере того, как летающая повозка ускорялась, вокруг нее начали появляться молнии лазурного цвета, бомбардируя ее со всех сторон, как бесчисленные змеи лазурных молний. Каждая молния, ударявшая в сеть, заставляла ее слегка дрожать. Из-за того, что на нее одновременно падало так много молний, сеть вскоре была на грани развала. Однако Хань Ли не обратил на это внимания и просто продолжал подгонять летающую повозку с невероятной скоростью. Наконец, черная сеть была разрушена лазурной молнией, и несколько десятков разрядов молнии с грохотом обрушились на летающую карету. Хань Ли немедленно взмахнул пальцами вверх в отместку, и из кончиков его пальцев вырвались золотые молнии, образовав сеть золотых молний, которая сдерживала лазурные молнии. В этот момент передышки черные узоры на летающей повозке выпустили бесчисленные черные руны, образовав еще одну черную сеть. Таким образом, несмотря на устрашающую бурю молний, Хань Ли смог с относительной легкостью обеспечить безопасность летающей повозки, используя формацию и свою божественную молнию погибели дьявола. В мгновение эко летающая повозка преодолела почти 10 тысяч километров, и туман начал рассеиваться. Но концентрация лазурных молний неуклонно росла, указывая на то, что они приближались к центру формации. Вскоре после этого впереди появилась серия шаров лазурных молний размером с кулак, но все они просто зависли в воздухе совершенно неподвижно. В этот момент вдалеке вдруг раздался женский голос. «Сестра Баахуа, вы уже исчерпали все свои уловки, теперь вы никак не сможете уйти. Если вы сдадитесь сейчас, я могу оставить клочок вашей души, чтобы он вступил в цикл реинкарнации». Глава 2140. Битва внутри формации. Часть 1. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он услышал это. Но прежде чем он успел что-либо сделать, туман впереди внезапно рассеялся, и они оказались в мире молний, охватывающем площадь более 10 тысяч акров. Вспышки и шары лазурных молний можно было увидеть повсюду, и часть молний в настоящее время падала на шар желтого света, расположенный в центре. Внутри шара света находился черный дьявольский зверь длиной в несколько сотен футов. Внешний вид зверя был похож на крокодила, а на голове у него был странный рог. Он был одет в броню из черной чешуи и испускал черный туман, который превратился в дюжину или около того гигантских щупалец, которые отчаянно набрасывались на лазурные молнии снаружи. Многие из разрядов молнии, которые были поражены черными щупальцами, были мгновенно обращены в небытие, а между тем позади черного дьявольского зверя была женщина в белом платье, сидящая на розовом цветке лотоса и сложившая ручную печать одной рукой. В другой руке она держала короткую желтую дубинку, и ее глаза были плотно закрыты. Всплески желтого света постоянно вырывались из дубинки в ее руке, прежде чем вонзаться в окружающий шар света, чтобы поддержать его. Тем не менее, количество лазурных молний вокруг было слишком ошеломляющим, и тысячи молний одновременно падали на шар света почти каждое мгновение. Желтый свет казался нерушимым и был способен подавить силу молнии, но перед лицом такого страшного шквала он явно не смог бы продержаться долго. Как только Хань Ли увидел женщину в белом, его зрачки мгновенно сузились, но тут же он мельком увидел двух других людей. Одна из них была женщиной в синем, а другая — стройной молодой женщиной, и они стояли на краю этого мира молний.
Первая стояла на гигантской синей черепахе с 6 лазурными флагами, парящими перед ней, а другая стояла на гигантском золотом колесе, держа в руке серебряную статую Будды. Тот, кто только что говорил, был никем иным, как молодой женщиной на золотом колесе, и выражение лица Хань Ли сразу же помрачнело при виде их. Он не знал, кем была эта женщина в синей мантии, но молодая женщина была идентична образу Лю Цзи, который фиолетовый дух предоставил ему с помощью нефритовой палочки. Несмотря на то, что она была только на поздней стадии интеграции тела, он, естественно, не осмелился бы считать ее нормальным дьявольским лордом поздней стадии. Что касается женщины в синей мантии, его духовное чутье не смогло определить ее точную базу совершенствования, так что она явно была священным предком. Таким образом, даже с помощью Даоса Се ему определенно будет нелегко противостоять этому дуэту. Однако прибытие Хань Ли явно стало неожиданностью и для двух женщин. Молодая женщина повернулась к Хань Ли, нахмурив брови, и спросила: «Что здесь происходит, сестра Лан? Остановить этих людей? Ты думаешь, так просто создать такую массивную формацию? Все мои клоны озабочены поддержанием формации в рабочем состоянии. Никакое существо не сможет пройти сквозь нее. Мне также любопытно, как они ухитрились пройти весь этот путь», — холодно хмыкнула в ответ женщина в синем. Коренная проблема заключается в том, что эта формация лазурной молнии 6 крайностей не завершена с самого начала. В противном случае мы бы не могли не заметить их прибытие. Похоже, теперь нам придется столкнуться с некоторыми дополнительными проблемами, вздохнула молодая женщина. Эти двое, естественно, были никем иным, как священным предком Лан Пу и клоном Лю Цзи. После развертывания многих из своих подчиненных в близлежащем районе им, наконец, удалось выследить Баахуа, а затем потратить несколько дней, чтобы настроить эту формацию лазурной молнии 6 крайностей. Имея понимание Баахуа, они смогли выманить ее из укрытия в эту сверхформацию. Мало того, что формация лазурной молнии 6 крайностей была чрезвычайно мощной, она практически не излучала энергетических колебаний до того, как была активирована, поэтому даже с огромными силами Баахуа она наткнулась на нее, совершенно не обращая внимания. Вот почему дуэт выбрал эту формацию, хотя они знали, что она была неполной. После этого Баахуа смогла найти ядро формации, но в ее нынешнем состоянии она больше не могла использовать свое глубокое небесное цветочное древо. Несмотря на то, что она призвала несколько других могущественных сокровищ, чтобы защитить себя, она едва смогла выстоять против Лан Пу и клона Лю Цзи. Хэйе тоже был тяжело ранен, но его тоже заставили вступить в бой. В этой ужасной ситуации группа Хань Ли также наткнулась на это построение и оказалась в том же месте, что и Баахуа и Хэйе. Священный предок Лан Пу холодно усмехнулась, услышав это. Она самодовольно произнесла: «Какие проблемы может создать для нас простое существо на поздней стадии интеграции тела? Я могу бы легко позаботиться о... Кто это? Он не кажется живым существом, и его аура немного знакома». Когда она говорила, взгляд Лан Пу внезапно остановился на Даосской Се, и в ее глазах промелькнул намек на удивление. «Вы тоже это поняли, сестра Лан? Если я не ошибаюсь, этот уважаемый даос должен быть священным крабом из моря дьявольского происхождения. А это значит, что рядом с ним должен быть уважаемый даос Хань, который сеет хаос в нашем святом в последнее время», — сказала Лю Цзи. Выражение лица Лан Пу сразу же слегка изменилось, когда она услышала это. К этому моменту Хань Ли заработал себе довольно громкую репутацию, но он все еще не был существом Великого Вознесения, поэтому ветераны священные предки, такие как Лан Пу, не очень о нем думали. Однако священный краб был фальшивой бессмертной марионеткой, которая оставалась в море дьявольского происхождения в течение бесчисленных лет, и все священные предки очень настороженно относились к нему. «Для меня большая честь встретить вас двоих здесь. Однако я просто прохожу через это место, и я надеюсь, что вы сможете освободить нас от этой формации, чтобы мы могли отправиться в путь», — сказал Хань Ли, когда он сложил кулак в спокойном приветствии. Что касается Даоса Се, то он полностью проигнорировал двух женщин и остался сидеть в летающей карете. Лю Цзи и Лан Пу обменялись взглядами, увидев это, и не могли не вспомнить слухи о том, что священный краб был приручен Хань Ли. Они обе весьма скептически отнеслись к этому слуху, но было ясно, что этот Даос Се в настоящее время следует примеру Хань Ли, тем самым придавая слуху достоверность. «Мы также очень удивлены, увидев вас здесь, уважаемый даос. У нас нет намерения создавать какие-либо проблемы. И видя, что вы просто проходите мимо, мы были бы счастливы отпустить вас. Что вы думаете, сестра Лан?» Лю Цзи сказал с улыбкой. Лан Пу некоторое время сердито смотрела на Хань Ли, прежде чем, наконец, стиснув зубы, сказала обиженно: если бы не уважаемый Даос Се, я бы определенно не позволила этому человеческому отродью покинуть это место живым. Если ты снова наткнешься на меня, считай свою жизнь неустойкой». Было ясно, что Лан Пу очень не хотел отпускать Хань Ли, но они были заняты своей битвой против Баахуа,
поэтому у нее не было другого выбора, кроме как согласиться. Выражение лица Хань Ли не изменилось, но он вздохнул с облегчением и проговорил. «Спасибо, старшие». Лан Пу снова холодно хмыкнула, прежде чем указать на один из 6 лазурных флагов перед ней, и флаг мгновенно увеличился до более чем сотни футов в высоту, когда лазурные молнии начали проноситься по его поверхности. «Открыть!» — закричала Лан Пу, и гигантский флаг содрогнулся, когда толстая вспышка лазурной молнии вырвалась из вершины флага под грохочущий удар грома. Затем вспышка молнии превратилась в лазурную руну размером с павильон на высоте более 1000 футов, и руна мгновенно растворилась в воздухе, после чего появилась дыра размером около 10 футов, открывающая голубое небо снаружи. В то же время лазурная молния перед Хань Ли также расступилась, чтобы открыть ему безопасный путь. Несмотря на то, что Лан Пу очень не хотела его отпускать, как только она приняла решение, она действовала очень быстро и решительно. Хань Ли, естественно, был в восторге, увидев это, и сразу же помчался на своей летающей повозке в открывшийся проход. Однако прямо в этот момент Баахуа внезапно открыла глаза и сказала что-то, что заставило выражение лица Хань Ли резко измениться. «Друг Даос Хань, вы все еще заинтересованы в поиске маленького духовного неба? Если я погибну здесь, а я уверена, что погибну. Как уверена и в том, что нет второго человека в царстве духов или царстве старших дьяволов, который мог бы точно отследить маленькое духовное небо». Услышав это, летающая карета Хань Ли резко остановилась, и он повернулся, чтобы внимательно изучить Баахуа с напряженным взглядом в глазах. «Откуда ты знаешь, что я ищу маленькое духовное небо? Ты забыл, что маленькая девочка рядом с тобой какое-то время оставалась со мной? Как я могла не знать о твоем интересе к маленькому духовному небу? Я не знаю, что ты ищешь в этом царстве, но я уверена, что это чрезвычайно важно для тебя», — неторопливо ответила Баахуа. Хань Ли повернулась к Чжу Гуэр, нахмурив брови, услышав это. И Чжу Гуэр сразу же начала паниковать, когда она поспешно сказала. «Я не знаю, что она сделала со мной, старшей. Я была без сознания все время, пока я был с ней. С ее способностями ей легко собрать твои воспоминания, поэтому я не собираюсь ни в чем тебя обвинять», — утешил ее Хань Ли, покачав головой, а затем повернулся к Баахуа с холодным выражением лица. «Откуда мне знать, что вы говорите правду? Вы можете ожидать, что я окажу вам свою помощь в такой ужасной ситуации, не предоставив никаких доказательств. Это большой риск.